Новинка от OnePlus, которая оснащена двумя процессорами, использует технологию Wear OS, оснащена AMOLED-экраном с защитой из сапфирового стекла и поддержкой технологии Always On Display. Также в рекламе можно прочесть про наличие GPS-навигации, NFC-модуля, Google Ассистента, времени автономной работы до 100 часов на одном заряде аккумулятора. И это только малая часть того, что из себя представляют смарт-часы под названием OnePlus Watch 2. Но как на самом деле обстоят дела у данной модели, я сейчас вам расскажу. К слову, чтобы вы не расстраивались, я ее вообще покупал за 28 тысяч на старте продаж, и когда я увидел потом ценники, которые вы можете посмотреть в моей личной телеге или телеге скидок, я, конечно, прослезился. Но, с другой стороны, вы видите обзор довольно рано. Распаковка. Поставляется данная модель в упаковке из плотного картона в бело-красной расцветке. Выглядит упаковка отлично, на ней есть изображение, название и краткие характеристики модели. Упаковка, по мне, хороша. В комплекте мы имеем сами смарт-часы, ремешок, краткое руководство пользователя и магнитное зарядное устройство. Но с пинами, за что минус, а также кабель для зарядки с USB-A на Type-C. Вес смарт-часов вместе с ремешком 79 граммов, а габариты 47 на 45 на 13,8 мм. Ширина ремешка 22 мм. 7 обзоров в неделю выгружаю. Сейчас я разыгрываю ежемесячно по одному смартфону Poco X6 Pro. Условия просты: подписаться на телегу скидок, оставить любой комментарий, лайк под роликом и в комментарии указать либо через пробелы свою личную телегу, чтобы я мог проверить, что вы подписаны на ТГ скидок, либо в описании вашего YouTube канала. Все розыгрыши в конце месяца на стриме. Перейдем же к смарт-часам. Полетели. Поставляются OnePlus Watch 2 в черной и серебристой расцветке. Что касается дизайна, то, как по мне, выглядит данная модель стильно. Форм-фактор, как вы уже заметили, круглый, средняя рамка выполнена из нержавеющей стали. С фронта экран покрыт сапфировым стеклом 2,5D, а с тыльной части пластик, PS плюс стекловолокно. Качество материалов хорошее и собраны часы отлично. Смарт-часы при носке практически не ощущаются, как и во время сна, за что плюс. Ремешок силиконовый, быстросъемный, с классической металлической застежкой и стандартным креплением. Охват запястья от 140 до 210 мм. Ремешок не натирает, да во время тренировки запястье под ремешком не потеет. Далее на корпусе смарт-часов расположили контакты для зарядки, микрофон, динамик и датчики мониторинга здоровья. Из датчиков на борту акселерометр, гироскоп, оптический датчик частоты сердечных сокращений, геомагнитный датчик, датчик освещенности и барометр. В целом стандартный набор, ничего нового нет. Помимо сенсорного экрана для управления добавили две механические кнопки. Верхняя кнопка отвечает за переход в меню и возврат, двойным нажатием за переход к последнему открытому приложению и зажатием можно перейти во вкладку с недавно открытыми приложениями. Нижняя кнопка отвечает за переход к тренировкам, переход во вкладку с выключением, перезагрузку устройства, включением режима энергосбережения и вызовом в экстренном случае. Переназначить команды на кнопки возможность есть, за что несомненно плюс, но вот минус за то, что верхняя кнопка не оснащена функционалом прокрутки, что странно, учитывая стоимость часов. Летим дальше. Оснащены смарт-часы небольшим AMOLED-экраном на 1,43 дюйма с разрешением 466 на 466 пикселей, плотностью пикселей в 326 ppi и частотой обновления экрана до 60 Гц. Экран стандартный, ко всему экран имеет огромнейшие рамки. Яркость экрана в целом хорошая, по моим замерам на 100% яркости он выдает около 925 люксов. Яркость достаточно для использования даже в солнечный день, но большого запаса яркости нет. По железу мы имеем процессор Snapdragon W5 Gen 1, дополнительный процессор BES2720BP, 2 гигабайта оперативной памяти, 32 гигабайта внутренней памяти и 4 гигабайта типа eMMC для RTOS. По связи используется двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth версии 5.0, могли бы установить чип поновее, а также добавить версию с eSIM. Но версии OnePlus Watch 2 с eSIM пока не существует. Если вы ее нашли, напишите мне в комментах, может, ее куплю. Bluetooth наушники и подобные устройства подключить не проблема, но вот датчик Polaris 10 подключить лично у меня не выходит. NFC на борту, но не для оплаты в Российской Федерации. Доступна оплата с помощью Google Pay, но можно установить MirPay для бесконтактной оплаты. Опять же, гарантий, что это дело будет работать и у вас на 100% нет, потому что обновления выкатываются, и вы сами видите, что происходит. GPS двухчастотный, L1 плюс L5, с такими спутниковыми системами навигации, как Beidou, GPS, Galileo, GLONASS и QZSS. Далее, операционная система Wear OS плюс RTOS на базе Android 13 версии. Система работает достаточно быстро, я сильных подвисаний или даже фризов не заметил за время использования. С главного экрана по свайпам сверху вниз панель быстрого доступа, в которой в целом есть все необходимое, снизу вверх уведомления, слева направо и наоборот это виджеты, которые можно персонализировать, как и сортировать меню, но вот персонализировать панель быстрого доступа я не нашел способа. В меню помимо приложений с тренировками и мониторингом показателей здоровья, о которых я расскажу слегка позже, можно обнаружить фонарик, компас, контакты, набор номера, уведомления, погода с подробным прогнозом, мировое время, Google карты, Google Ассистент, Google календарь, будильник, который можно синхронизировать со смартфоном и завести
вести прямо со смарт-часов, что очевидно. Как и то, что таймер с секундомером могут работать в фоновом режиме. Далее есть приложение YouTube Music и музыкальный плеер, но вот загрузить через фирменное приложение музыку на смарт-часы возможности я не обнаружил. Установить приложение можно через Play Market, к примеру, приложение для здорового образа жизни или новые циферблаты, а также можно устанавливать сторонние приложения и циферблаты. Но сразу отмечу, что сторонние циферблаты более прожорливые, чем стоковые в плане расхода аккумулятора. Притом прям конкретно более прожорливые. Далее, звонить со смарт-часов можно, динамик достаточно громкий, как и качество звука хорошее. Микрофон отрабатывает корректно, повышать голос во время разговора с собеседником лично мне не приходилось. Вибромотор тактильно приятный и настраиваемый, как по мне, ему не хватает мощности. Уведомления приходят моментально, смайлики отображаются, как и иконки приложений. Клавиатура на смарт-часах есть, отвечать на уведомления можно, фотографии отображаются не всегда, что странно. Далее, смарт-часы могут измерять пульс, СПО2, уровень стресса, мониторинг сон со всеми стадиями сна, частотой дыхания, оценкой риска храпа и дневным сном. Удобно, что есть различные напоминания и поддержка Google Health Connect. Сон мониторит данная модель отлично, пульс же хорошо себя показал во время использования в состоянии покоя и легкой тренировки. В случае сильной нагрузки смарт-часы стали показывать изредка неверные цифры. То же касается СПО2. Уровень стресса показывает результат низкий или стандартный, графики вы все видите на экране, к слову, подобные графики также можно посмотреть на самих смарт-часах, как и полезную информацию о различных измерениях. Далее, спортивных режимов на борту более 100 видов. Удобно, что смарт-часы умеют автоматически распознавать 6 видов активности. Анализ таких показателей, как время восстановления, поза при беге, длина шага, VO2 max, темп, эффект аэробной тренировки и не только. Настроек для тренировок не особо много, но они есть. Удобно, что тренировку можно свернуть для фоновой работы. Шагомер отрабатывает с минимальной погрешностью. Местоположение смарт-часы определяют моментально. Пройденный маршрут имеет небольшое отклонение, но я бы не сказал, что оно значительное. Маршруты можно просматривать на смарт-часах, что для многих будет полезно, но вот в стоке загрузить маршрут на тренировке возможности нет. Далее, в настройках на самих часах можно выбрать один из двух режимов работы смарт-часов. Это умный режим и режим энергосбережения. Также есть функция автоматического включения режима энергосбережения при 10% заряда. Так как это умные смарт-часы, то и настроек для них достаточно. Есть несколько стилей отображения меню, стандартная функция включения экрана при повороте запястья, которая отрабатывает хорошо, но как по мне, она слишком чувствительна. Плюс можно настроить время до отключения экрана от 5 до 60 секунд, настроить размер текста или включить Always On Display. Стиль AODA зависит от циферблата, готовых стилей AODA на борту нет, AOD работает только по расписанию, включить экран можно тапом, как и выключить нагрев ладони. Удобно, что есть такие режимы, как режим полета, режим не беспокоить, настройки геолокации, настройка батареи, настройка тренировок и других функций, а также можно обновить прошивку. Летим дальше. Емкость аккумулятора 500 мАч, полный цикл зарядки занимает не больше часа по моим тестам, функция быстрой зарядки на борту, время автономной работы по заявлению производителя в режиме энергосбережения до 12 суток, с интенсивным использованием в интеллектуальном режиме до 48 часов и в обыкновенном сценарии использования с интеллектуальным режимом время автономной работы до 100 часов. По моим тестам с интеллектуальным режимом в обыкновенном сценарии использования без стороннего циферблата, без AODA, с 3 тренировками по 30 минут в день, Bluetooth-звонками и еще некоторыми стандартными функциями, они прожили у меня полноценные 3 суток. И плюс еще один день. Ближе к ночи их пришлось поставить на зарядку. В целом результат меня конкретно порадовал. OnePlus Watch 2 имеет стандарт защиты MIL STD 810H, 5 атмосфер и IP68. Воды они не боятся, у меня за время использования они никак не пострадали от воды или влаги. Для примера я окунул их в проточную воду на 30 секунд, и мой экземпляр выжил, но я не советую купаться вместе с ними в соленой или горячей воде, а также ходить в баню. В общем, в целом, перепады температур на любую электронику влияют плохо. OnePlus Watch 2 работает в паре с приложением O-Health, которое не пользуется популярностью из-за своего скудного функционала. Приложение доступно на русском языке с корректным переводом. На стартовой странице мы имеем 3 вкладки, такие как вкладка со всеми результатами измерений здоровья и записями тренировок, вкладка с тренировками и вкладка с подключенным устройством. В этой вкладке есть заряд аккумулятора в процентах, активный режим, магазин с циферблатами, которых не особо много, но есть персонализированные, кликабельные, динамичные, и установить любую фотографию на заставку также можно. Далее можно настроить виджеты, воспользоваться настройками уведомлений, настройкой тренировок и мониторинга показателей здоровья, а также стандартными настройками. Обновить прошивку самих смарт-часов, разумеется, возможно, и мне обновления уже прилетали. Минусы: нет функции прокрутки на кнопки для перемещения по интерфейсу, нет возможности подключить в стоке нагрудный датчик, во всяком случае у меня, если у вас какие-то нагрудники подрубились, напишите. А вот только по расписанию, большие рамки у экрана, нет возможности в стоке загрузить маршрут для тренировки, нет управления жестами, мало циферблатов на данный момент, нельзя настроить панель быстрого доступа, ПО пока сырое, и старый процессор. При уведомлениях не активируется экран. Приложение O-Health требует доработки, но будет ли она, кто его
его знает. Нет нормальной экосистемы и слабый вибромотор. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. В телеграм-канале скидок сейчас идет сейл, потом 16-го будет сейл. Вообще 3 сейла получается. И middle сейл, которым я тоже считаю распродажей, на Xiaomi будет в середине месяца. По поводу таможни напоминаю, что все сейчас свыше 200 евро будет облагаться налогом 15%. То есть если вы покупаете что-то за 30 тысяч, вы платите налог 1500 рублей. Если за 21 тысячу, как эти часы, вы заплатите налог 150 рублей. Не критично, я думаю. Резюмирую, умные часы OnePlus Watch 2, как по мне, не стоит сразу же бежать покупать. Я советую посмотреть на что-то другое из разряда Huawei или Amazfit или чего-то подобного. А вообще до всех этих умных часов, если вдруг у вас их не было, покупайте Huawei Band 8 или Mi Band 8. Походите с браслетами, поймите, нужен вам этот аксессуар или нет, а потом уже бегите за ними. Кто-то может пойти приобрести TicWatch на такой же операционной системе. Данная модель сыровата, и это факт, плюс урезанные, их можно рассматривать, если они не дороже 20 тысяч. Я покупал за 28. От меня девайсу скромное да. Добра и удачи вам, дорогие друзья.